Как эскимосы строят иглу. Они называют себя инуитами и живут в домах из снега. Эскимосы – это коренные народы, которые проживают на территории от Гренландии и Канады до Аляски и восточного края Чукотки. В России их всего около 1700 человек. Эскимосы ведут традиционный образ жизни, верят в духов и научили весь мир особенному поцелую. Как эскимосы строят свои удивительные дома? Зачем им безвизовый въезд на Аляску и почему они никогда не охотились на пингвинов? В этом видео мы постараемся подробнее рассказать о жизни арктического народа. Слово «эскимос» использовали канадские миссионеры в 17 веке. По данным последних исследований, оно пришло из языка индейцев кри и означает «те, кто шьют зимнюю обувь», или из языка инуаймун и означают «те, кто говорят на другом языке». Раньше считалось, что эскимос переводится как «тот, кто ест сырую рыбу», и пришло из языка индейцев аджибве. Сами эскимосы называют себя инуитами, что в переводе означает «народ». Это слово пришло в западную литературу только в 70-х годах 20 века, вместе с развитием деколониального движения. К этому моменту слово «эскимос» стали считать некорректным, а сами инуиты воспринимали его как унизительное. Эскимосы в России называют себя юк, что значит «человек», а также юит, югит или юпик, что означает «настоящий человек». Их прямые родственники живут на острове Святого Лаврентия, который находится в 60 километрах от Чукотки и входит в состав американского штата Аляска. Многие годы, разделенные государственными границами, родственники общались между собой, приезжали друг к другу, обменивались товарами и создавали новые семьи. Во время Холодной войны этот контакт был прерван. С 1948 по 1989 годы границы были закрыты. Их открыли только после распада СССР, а в 2015 году для эскимосов Чукотки и Аляски начал действовать двусторонний безвизовый режим. Сейчас существует авиа- и лодочное сообщение. Традиционно летом инуиты живут в яранге, а зимой в иглу. Яранга – это переносной куполообразный шатер. Каркас собирают из деревянных шестов, а сверху его покрывают шкурами оленей и моржей или брезентом. Снаружи ярангу обвязывают ремнями, к которым прикреплены камни. Иногда внизу шкуры укрепляют дерном и камнями. Зимнее жилище эскимосов называется иглу. Его строят из снежных блоков. Для такого дома нужен снег средней плотности, на котором остается отпечаток ноги. Он достаточно прочный, но не тяжелый. Сначала на снежном поле при помощи шнура чертят круг. Затем вырезают блоки, самые крупные используют для основания примерно 60 см в длину и 40 в ширину и 20 в толщину. Все последующие блоки поменьше. Перед установкой каждый из них подрезают ножом для более надежного скрепления с другими. Снежные блоки укладывают по спирали по принципу сводчатой кладки. Вместо двери оставляют небольшое отверстие, под которым выкапывают входной лаз. Он должен находиться ниже уровня пола. Это позволяет обеспечивать хорошую вентиляцию и сохранять тепло. Раньше помещение иглу отапливали при помощи плошек с моржовым жиром. Теперь часто используют примус или печку-буржуйку. Нагреваясь изнутри, поверхность стен оплавляется, а мороз снаружи не дает им растаять. И даже наоборот, делает стены еще прочнее. Температура воздуха в иглу обычно достигает плюс 20 градусов Цельсия. Иногда нагревают и сильнее. В таком случае может начать капать вода с потолка. Чтобы это не мешало, на воткнутую палку натягивают кусок пленки, по которой стекает вода и замерзает по углам. Внутри помещения застилают шкурами, иногда покрывают и стены. Обычно иглу строят без окон, а свет в дом проникает прямо через снежные стены. В некоторых случаях окна все же делают. Для этого используют лед или тюленьи кишки. Эскимосы могут строить целые поселки из иглу и соединять их между собой переходами. Основное занятие чукотских эскимосов – охота на морских зверей – моржей, тюленей и китов. Для этого несколько тысяч лет назад они изобрели поворотный гарпун. Благодаря специальному приспособлению наконечник из оленей кости попадает в тело животного и поворачивается там так, что увеличивает рану и не выскакивает из животного. К гарпуну привязывают длинный ремень – линь, который другим концом прикрепляется к дереву. После того, как гарпун застревает в теле животного, в руках охотника остается древко. Оно позволяет удерживать зверя. В 1958 году в ходе укрупнения чукотских поселков было основано село Новое Чаплино. Сюда поселили потомков старинного эскимосского поселения Эским.
Его жители перестали добывать китов, потому что в море выходило промышленное китобойное судно. Только в 90-е годы эскимосы смогли возобновить свой промысел. Кроме морских животных, эскимосы охотились на диких оленей, белых медведей и овцы-быков. Возможно, вы сталкивались с вопросом, почему они никогда не охотились на пингвинов. Ответ прост – это невозможно. Ведь пингвины живут в южном полушарии, а эскимосы – в северном. Традиционная языческая религия эскимосов – анимизм. Этот народ верит, что все вещи имеют души, подобные человеческим. У эскимосов есть поговорка: «Великая опасность нашего существования в том, что наша пища целиком состоит из душ». Это значит, что убийство животного в общем не отличается от убийства человека. Интересно, что при этом охота убийством не считалась, поскольку зверь сам приходил к человеку, только принести его надо было с помощью гарпуна или копья. После съедения часть животного кидали обратно в море или в тундру, чтобы он мог восстановиться. Как только душа освобождается от тела, она может отомстить. Усмиряли душу при помощи обычаев, табу и ритуалов. Главным помощником в этом был шаман. Он жил в каждой эскимосской деревне и являлся посредником между миром духов и людей. Всемирную популярность приобрело традиционное приветствие этого народа – кунику или эскимосский поцелуй. Принято считать, что в этот момент два человека трутся носами. На самом же деле немного иначе. Кунику – это когда один человек прижимает нос и верхнюю губу к лбу или щекам второго и вдыхает воздух. Этот приветственный жест используется между членами семьи и влюбленными. Есть легенда, будто такая традиция возникла из-за того, что при обычном поцелуе губы примерзнут на морозе. В действительности этот жест является только формой дружеского приветствия между близкими людьми, которые при встрече часто тепло одеты и у них открыты только нос и глаза. Эскимосы – это уникальный народ. Они хранят старинные предания, соблюдают традиционный уклад и до сих пор выживают за счет охоты на морских животных. Современные технологии еще не дошли до отдаленных районов. С одной стороны, это тормозит развитие региона, с другой, возможно, именно это позволяет эскимосской культуре сохраняться. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.